Всем доброго времени суток. Принесли мне комп на апгрейд. Не думал делать из этого выпуск, но когда комплектующих стало много, все-таки решился. Успел сделать пару тестов с железом. Будет интересно посмотреть на результаты, так как железо не новое, но топовое. Ссылки на все комплектующие оставлю в описании, там же и группы в ВК, где свежие новинки железа и товары со скидками. В общем, принесли мне комп с просьбой усилить, так как производительности не хватало и включался долго. Поначалу хотел было поставить SSD накопитель для системы, в принципе это должно было решить проблему. Но затем выяснилось, что оперативной памяти мало, 4 планки по 2 гигабайта каждая и 8 гигабайт это конечно маловато. Добавили еще 2 планки по 8 гигабайт и убрали те, что были. Затем все же поняв, что процессор уже будет упираться в свои возможности, решили и его заменить. А видеокарта уже сама напросилась на замену, стояла GTX 1050 на 2 гигабайта, закупили предыдущего поколения, но на 4 гигабайт видеопамяти. Казалось бы, не очень логичная замена комплектующих, но тут есть одна причина, а это еще один компьютер. То есть второй компьютер будет собираться на немного другой базе, и некоторые комплектующие отсюда переедут туда. Пока были деньги на руках, клиент пожелал закупиться и при следующей возможности закупится еще. Стоял в системе процессор AMD Phenom 2 X4 945 на 4 ядра соответственно, а заменили его на Phenom 2 X6 1055T. Сокет AM3+, 6 ядер с частотой 2,8 ГГц, может поднять частоты до 3,3 ГГц в режиме Turbo Core. Теплопакет в 125 Вт, максимальная температура в 62 градуса. Кэш третьего уровня 6 МБ, второго 512 кБ и первого 128 кБ. Максимально может поддержать оперативку в 32 ГБ и техпроцесс в 45 нанометров. $125 Вт это конечно внушительно, и поэтому к нему взяли снеговика с AliExpress, 4 медных трубок и 120 мм вентилятор. Наверное, самый выгодный кулер за свою цену, лично я им более чем доволен, а насколько он справляется, увидим позже в тестах. SSD взял от Samsung 860 EVO на 250 гигабайт. К слову, такой же стоит на моем ПК, да еще в одной сборке он у меня участвует. Интерфейс SATA 3, хоть материнка его и не поддерживает, работает в SATA 2 режиме, а значит не на всю мощь. Скорость записи и чтения 520 и 550 мегабайт в секунду, чипы TLC 3D V-NAND и относительно нового выпуска 2018 года. Оперативная память с AliExpress от фирмы Vignetta, 2 планки по 8 ГБ частотой 1600 МГц, и этой фирмы оперативки я сам уже давно покупаю и всем советую. Ну и видеокарта GTX 960 на 4 ГБ в исполнении фирмы Asus с AliExpress, и все GTX 960 мне приходят с чипами от Samsung. Она на GDDR5 с PCI Express X16 3.0, но будет работать в режиме 2.0, так как материнка не поддерживает ее, а значит будут потери на 3-7%. Умеет работать с DirectX 12 и OpenGL 4.4. Она на 128-битной шине, частота памяти 7010 МГц, процессор 1279 МГц, бустит 1342 МГц. Естественно, активное охлаждение, 2 вентилятора и довольно большой и массивный радиатор. Питание 6 пин, чипы, как уже говорил, Samsung и может потреблять в пике 225 Вт, а построен на 28 нанометровом техпроцессе. А значит будет греться не так сильно, как карта предыдущего поколения, и в основном будет тихой, что и следовало ожидать. Материнка осталась той, что уже была в наличии, а именно Asus M5A78L LE, поддерживает сокеты AM3 и AM3+, форм-фактор ATX. Располагает на себе 4 слота под оперативную память, 6 портов SATA 2.0, 1 слот PCI Express X16 2.0, 2 PCI Express X1 и 3 слота PCI Express.
Нет USB 3.0, зато имеются 4 USB 2.0, 2 PS2, LPT и COM-порты, гигабитный интернет и 8-канальный звук. На момент выпуска был установлен блок питания от Cougar STE 500 на 500 Вт по 12-вольтовой линии 408 Вт. На мой взгляд, в своей ценовой категории и наличием выходов под разные устройства и длиной кабелей вариант хороший. А стоял тут временно блок от Linkport на 430 Вт, по 12-вольтовой линии у которого Вт 200, может чуть больше. Карта была подключена через Molex на 6 пин. А теперь тесты в синтетике, ну и в одной игре, которая уже была установлена, а больше я просто не успел, хоть и хотелось. Для начала характеристики железа, и они все на экране, чтобы наглядно было видно, что тут стоит и с чем будем иметь дело. Тест в Cinebench R15, хоть и 6 ядер, чувствуется, что все идет медленно, и уже начинаешь понимать, что все будет скромно. И результат в 414 кубит, а много это для 6 ядер или нет, смотрите сами. На мой взгляд, не для серверного процессора из прошлого, это хорошо. А ваше мнение я с удовольствием прочту в комментариях, возможно начнется дискуссия по этому поводу. А теперь посмотрим, что покажет видеокарте в слоте PCI Express X16 2.0 и тест FarmArk в разрешении 1080, то есть Full HD. $2461 points, и это довольно неплохой результат для карты с 9-й линейки без разгона и еще не в слоте, в котором должна была быть. Что радует еще больше, это температура в 65 градусов. Карта, можно сказать, чувствует себя комфортно, и шум от нее минимальный, еле слышен в тишине. Ну и пару еще тестов, которые я оставлю без комментариев. Смотрите сами, единственное, что могу добавить, то что я забыл. А забыл я произвести тест SSD накопителя. Время у меня было ограничено, все дело в спешке, вот и вылетело с головы. И тест в игре Armored Warfare, разрешение Full HD, настройки на высоких, рендеринг обычный и сглаживание тоже. И счетчик кадров показывает в основном 50-60 FPS, просадки ниже 40 не наблюдал, а самый высокий в 70 кадров. Надо заметить, что игра довольно требовательна к графике, движок CryEngine довольно хорошо нагружает карту. Вот такая сборка на время радует своего хозяина. Скорее всего будет продолжение или с этим железом, или с железом, что не попало в выпуск. А вас я призываю подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а мне будет приятно. И не забывайте про ссылки в описании на группу ВК, страницу в Instagram, кэшбэк-сервисы, ну и на само железо. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.